Всем привет, дорогие зрители! Приветствую вас на моем канале. А в этом видео я готовлю вкусный дрожжевой пирог со сметанно-маковой начинкой. Для его приготовления мне понадобятся следующие ингредиенты. Мука, молоко, сахар, соль, ванилин, свежие дрожжи, масло, яйцо. В дежу миксера переливаю теплое молоко. Добавляю туда сахар, соль, дрожжи, перемешиваю до растворения дрожжей и добавляю туда яйцо. Также добавлю сливочное масло, оно должно быть мягкое. Ванилин добавляю к муке и просеиваю в дежу с продуктами. Теперь буду замешивать тесто с помощью кухонной машинки. Цепляю насадку крюк и включаю миксер на первую скорость. Лопаткой снимаю остатки продуктов со стенок дежи, чтобы они также хорошо вмешались в тесто. И затем еще около 8 минут миксер будет вымешивать тесто. Готовое тесто будет немного липнуть к рукам, поэтому немножко припыляю стол, выкладываю туда тесто, округляю его и укладываю обратно в дежу, отправляю на расстойку в теплую духовку. Тесто должно увеличиться в объеме в 2-3 раза, и если дрожжи свежие, то на расстойку уйдет около часа. Тесто увеличилось в объеме, и теперь буду формировать из него основу пирога. Для этого также немножко припыляю стол мукой. Здесь главное, чтобы тесто не прилипало к рукам. Далее буду раскатывать из теста круг, чтобы он на 3-4 см выходил за края формы. Форма у меня диаметром 30 см. Вырезаю дно будущего пирога, а оставшееся тесто буду использовать для формирования бортиков. Пока откладываю остатки теста в сторонку, а получившийся круг из теста перекладываю в форму. И теперь руками просто распределяю его по дну, чтобы оно полностью плотно легло к краям формы. Теперь делаю бортики. Для этого оставшееся тесто разделяю пополам. Получается 2 полоски теста, которые тоже буду потом разрезать пополам. Далее из этих 2 полосок теста формирую жгутик. Края теста немножко смазываю обычной простой водой. Это нужно для того, чтобы бортик лучше прилепился к тесту. Но не используйте слишком много воды, иначе получится обратный эффект и тесто будет соскальзывать. Бортик может не сразу прилипать, в некоторых местах нужно немножко подержать его. В общем, не торопитесь в этом деле. Аккуратно, потихоньку он прилепится. Следующую полоску теста я буду использовать не всю, а только половину, потому что у меня уже осталось там совсем немножко места. А остальное тесто я уберу и буду потом использовать для украшения. Точно так же закрепляю вторую часть бортика. Места стыков стараюсь заделать под низ, чтобы не сильно было видно. Теперь также этой основе нужно дать время на расстойку.
Накрываю ее бумажным полотенцем и отправляю в теплую духовку. Пока основа пирога находится на расстойке, займусь приготовлением начинки. Для начинки я взяла мак, сахар, соль, ванилин, муку, сметану, у меня 20% и мягкое сливочное масло. По рецепту нужно 40 грамм, но у меня было только 20, и это никак не отразилось на вкусе. Приготовление начинки я начинаю из смешивания сухих ингредиентов. Для этого в миску просеиваю муку, добавляю туда сахар, соль, ванилин и мак. Почему я начала делать именно со смешивания сухих ингредиентов? Это для того, чтобы при добавлении муки в сметану не образовывались комочки. Теперь, когда все сухие ингредиенты смешаны, добавляю сюда сметану и растопленное сливочное масло. Перемешиваю все до однородности и буду переливать в поднявшуюся основу пирога. Перекладываю начинку на тесто, аккуратно разравниваю все лопаткой, и теперь из остатков теста буду делать произвольные украшения, какие мне только придут в голову. В итоге я просто решила сделать полосочки и разложить их сверху пирога. Эти украшения можно и не делать вообще, просто у меня осталось немножко теста из бортиков и было жалко выбросить. Если у вас получится рассчитать тесто, чтобы его вообще не осталось, то как бы будет и здорово. Перед тем, как перекладывать начинку на пирог, я заранее включила разогреваться духовку до 165 градусов. И теперь отправляю пирог на выпечку на средний уровень. Выпекаться он у меня будет 30 минут. Даю пирогу немного остыть и потом вырезаю его из формы. Перекладываю пирог на красивую тарелочку, и теперь остается только насладиться его вкусом и ароматом. Это реально очень вкусный пирог. Вот попробуйте просто его испечь и насладиться этим потрясающим вкусом. Начинка просто бомбическая. Вот как булочку сметанник вы пробовали, вот то же самое, но только в 1000 раз вкуснее, потому что там мак. Вот любители мака 100% оценят этот пирог. Мягкое нежное тесто, много сметанно-маковой начинки и под чашечку кофе или чая — это вот просто то, что нужно. Если вы не любитель мака, можете просто не добавлять его в начинку, никакие пропорции менять не нужно, просто сделайте ее без мака и тоже обязательно попробуйте. В общем, спасибо вам за просмотр, удачной вам выпечки, пока, до новых встреч!